Всем приветики! Вот пришла с работы. У меня еще спят еще все. Я вот только пришла с работы. И что я сделала? Я сейчас включила сушку, что я вчера вечером перед работой включила стирку. И она закончила стираться, ее надо было сушить поставить. На улице погода очень мокрая, холодная. Сегодня утром даже был снег. Так, снег с дождем был. Но как раз, когда мне надо было идти домой, он как раз перестал. И сейчас опять идет. Вот. Вчера вечером я поставила тесто на хлеб. Тут вот у меня как раз стоит тесто. Я его вчера вечером сделала. Думаю, как эксперимент сейчас попробую, что у меня получится с вечера делать тесто. Потому что с работы всегда обычно прихожу, то одно, то другое, то третье, и время уже прошло много. И лень тоже есть. Сейчас я тоже столько запланировала дел сделать, и не знаю, буду ли я это делать, потому что мне так ничего не охота делать. Ну, вообще ничего не охота делать. К чему бы это, я не знаю. Но сейчас я быстренько приготовлю себе завтрак. Правда, у меня ни хлеба, ничего нету. А чем-то завтракать надо. Ладно, может, что-то найду. Выезжать мне сейчас вообще неохота. Ну, вообще. В прямом смысле даже неохота выезжать. Думаю, если сейчас кто-то проснется, то отправлю, пускай едут, покупают. А так мне не хочется. Ну, найдем что-нибудь покушать, позавтракать. Ну и посмотрим, что я буду сегодня делать. Пожарила себе яичницу и нашла хлебцы. Это кнекеброд будет по-немецки. Кнекеброд. Хлебцы, да. Тоже хлеб, тоже можно позавтракать. Кофе сейчас сварилась и буду завтракать. Сегодня планировала, конечно, вот этим заняться, камином. И надо еще рамочки повесить. Надо заставить мне гвозди прибить, чтобы их повесить. Надо вот эту мне столешницу покрасить, чтобы ее здесь прикрутить. На следующей неделе уже первый адвент, а у меня вообще еще ничего не делалось. У людей, как послушаешь, что там нарядили, тут нарядили. Я говорю, у меня еще ничего не двигается. Время прошло уйма. Ничего еще не делала. Но надо встряхиваться и идти что-то делать. Сформировала сейчас хлеб. Поставила духовку на разогрев. И надо приготовить обед. Достала с морозилки эти полуфабрикаты. Это у меня здесь ленивые голубцы. Вот так вот. Сейчас начищу картошки и буду их готовить сегодня на обед. Обед варится. Через 15 минут будет готов. И хлеб стоит уже в духовке. Вышла немножко подышать свежим воздухом. Как-то морозно на улице. Очень морозно. Ну, а я вышла на улицу покрасить вот эту плату. Вот краску приготовила. Сейчас буду красить. Наконец-то я до нее дошла. И то силам себя заставила это делать. У меня кушать варится, хлеб печется.
Вот, один слой я покрасила. Сейчас посмотрим, пускай немножко подсохнет. Посмотрим, может оно впитается. Может еще один слой надо будет красить. Ну и когда высохнет, мне надо будет ее перевернуть и с другой стороны потом красить. Вот, как-то так. Но я уже замерзла здесь на улице. Холодновато. Ну что, она уже высохла, вон она уже сухая. Сейчас я ее переверну и с той стороны тоже покрашу. Довольно так быстро сохнет. Вроде ничего тут нормально прокрасилось. На второй слой не нужно красить. Все, вот и закончила вторую сторону красить. Сын, конечно, здесь пробегал. Был это, как сказать, Нойгерий. Любопытный. Высохла краска или не высохла. Взял пальцем, провел вот здесь. А я уже валик все убрала. Теперь придется так оставить. Ладно, это все пойдет под низ, не будет видно. На улице холодно, конкретно холодно. Я замерзла. Высохнет, потом занесу в дом. Ну, а кушать здесь уже давно сварилось. Все уже поели. Уже половины здесь нету. Вот. Ну и хлеб тоже уже испекся. Вот такой хрустящий хлебушек. Мне его не терпится разрезать. Хотя он еще горячий. Вот. Я его все-таки разрезала. Хотя он еще горячий. Вот так вот он выглядит в разрезе. Ну и эту горбушку я сейчас полакомлюсь. Как можно после свежего хлеба просто так пройти. Обожаю свежий хлеб. Ну что, я даже дальше не дошла со своей работой. Я, конечно, это все покрасила. Покрасила. Еще надо прикрутить. Старую открутить, новую прикрутить. Фотографии так и лежат. Их надо повесить. Это только из-за того, что у моего сына werkzeug, инструментов здесь дома нету. Они все у него там в хале. Это у него, как сказать по-русски, там, где он машины свои ремонтирует. Где он заказ принимает и машины ремонтирует. У него все инструменты там. Автосервис. Во, вспомнила, как называется. Автосервис. Все инструменты там, дома ничего нету. Поэтому ему надо за неделю говорить, чтобы были инструменты, чтобы это он мог делать. Вот такая ерунда. Сейчас он опять тоже туда уехал. И не знаю, привезет ли он, сделает ли он или нет, не знаю. Ну а сегодня в России День матери, да. У нас в Германии он в мае День матери, а в России вот сейчас, что у нас, ноябрь идет, наверное, как получается, последнее воскресенье ноября получается, или как это получается? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто из России. Всех мамочек поздравляю тоже с Днем матери. Желаю вам всего хорошего, чтобы ваши детки росли здоровыми и не болели, как каждая мать тоже wünscht sich, как говорится, желает этого. И вот так вот поздравляю вас всех. Ну и, конечно, самого главного, что я вам желаю, мира и добра, мира над головой, чтобы не было войн, и все было спокойно, чтобы наши детки не уходили на войну и не погибали там. Так что вот так вот. Ну а на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что вы со мной, смотрите мои видео, пишите комментарии, ставите лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал, если еще не подписались. И до новых встреч. Пока-пока.